Это видео для тех, кто хочет сделать пересадку волос у одного из лучших специалистов в Турции. Досмотрите это видео до конца, здесь будет очень много полезной информации, которую вы раньше наверняка не слышали. Сегодня я приехал в гости к одному прекрасному врачу по пересадке волос. Просто супер врач. Сейчас обо всем мы расскажем, покажем. И я передаю слово амбассадору врача Мерям Ханум. Мерям Ханум, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о наших врачах. Я очень рада, Физулибей, что вы посетили, наконец, доктора, о котором я так много рассказывала. Как мы знаем, что трансплантация волос в Турции занимает одно из первых мест в мире. Да. Наверное, уже давно и первое место занимает. Да. Вот. Поэтому я очень долго шла в этом направлении, искала именно профессиональных докторов, которые имеют все необходимые документы, лицензии, сертификаты. Именно врачами являются в этом. Да, которые на самом деле являются врачами, профессионалами в данной области. И я очень рада, что мы нашли такого доктора. Это супружеская пара, доктор Недим и Гюзин Ардыч. Вот. И мы сегодня находимся у них в гостях. Я надеюсь, они сейчас нам все подробненько расскажут. У нас для вас есть несколько вопросов по трансплантации волос. Многие наши пациенты интересуются тем, кто имеет право делать пересадку волос. Врачи, которые могут проводить трансплантацию волос в Турции, это в первую очередь опытные дерматологи и пластические хирурги. До 2012 года такие процедуры выполняли только высококвалифицированные специалисты, поэтому результаты были очень хорошими. С ростом спроса на пересадку волос некоторые врачи стали обучать медсестер этой процедуре, чтобы увеличить поток пациентов. Однако такая практика часто приводит к снижению качества. Мы же, как опытные специалисты, проводим не более 2 операций в день, чтобы обеспечить максимальное внимание каждому пациенту. Хотя такой подход и требует больших временных затрат, он гарантирует оптимальные результаты трансплантации. Пациенты из-за рубежа, приезжающие на лечение в Турцию, часто предполагают, что все процедуры проводятся исключительно врачами. К сожалению, это не всегда соответствует действительности. Компаниям, предлагающим медицинский туризм, необходимо уделять пристальное внимание квалификации персонала. Прежде всего, следует выяснить, кто именно и в каких условиях будет проводить операцию, какие услуги предоставляет клиника, а также убедиться, что специалист, выполняющий процедуру, имеет все необходимые полномочия и опыт. Тщательный отбор медицинских учреждений позволит обеспечить пациентам из-за рубежа надлежащее качество обслуживания. Это вход, здесь знакомство, регистрация. Toplantı odamız var. Burada eğitim yapıyoruz sevgili hocam. Здесь собрание, здесь дают уроки. Saç ekimi, doktorlar geliyor. Saç ekimi eğitimi yapıyorum. Siz onlara eğitim Eğitim veriyorum. Burası eğitim salonumuz aslında. Он обучает других врачей с пересадки волос. Из Мексики 8 врачей пришли на обучение врачу. То есть он не только делает операцию, но и преподает уроки по пересадке волос. Acil odamız. Acil. Evet. Hastayı bu defibrilatör cihazımız, EKG cihazımız. Yani acil bir şey olduğunda. Здесь аппарат для электрокардиографии, для скорой помощи. Здесь оказание скорой помощи. Bu yasa olarak bulunması gerekir bir acil odası diye. Такая комната обязательно для всех клиник, таких клиник. После того, как пациент принимает решение о проведении операции, мы делаем следующее. Берем информированное согласие на медицинское вмешательство. Проводим полное обследование и консультацию для определения целесообразности операции. Если операция показана, оформляем страховку на случай возможных осложнений. Документируем каждый этап операции фотографиями от начала до конца, включая фото имплантируемого трансплантата и открытых каналов. После операции выдаем подробный эпикриз и фотоотчет о ее проведении. Такая полная документация обеспечивает прозрачность нашей работы и подтверждает ее высокое качество. Мы стремимся максимально информировать пациента на каждом этапе лечения. У меня вопрос. Делаете ли вы трансплантацию волос за границей? Я специализируюсь на трансплантации волос уже около 27 лет. Вместе с моей супругой, доктором Гузин, мы работаем исключительно в области пересадки волос как опытные медицинские эстетисты. За долгие годы практики мы накопили обширный опыт в этой сфере и проводим только качественные операции с оптимальным результатом. Наша специализация позволяет достичь высочайшего профессионализма в трансплантации волос.
Делали ли вы пересадку волос в Европе? До 2010 года я выполнял операции по трансплантации волос в таких странах, как Азербайджан, Саудовская Аравия и Эмиратах. Начиная с 2010 года, я начал практиковать в европейских клиниках, а в 2018 году работал в очень известном медицинском центре Европы. Также регулярно провожу операции по пересадке волос в Праге и российском городе Сочи. За годы практики я накопил большой опыт проведения процедур трансплантации в разных странах и клиниках. Burada iki tane operasyon odamız var. Здесь два операционных класса. Смотрите, врач, это его специально, вот видите, доктор Недим, он получил специальное разрешение, патент, это его производство. Волосы, которые вытаскивают, донорские волосы, которые вытаскивают с донорской части, они должны храниться при температуре плюс 4, 0, вот в этом пределе. Так вот, этот стол подогревается специально для плюс 2, плюс 3, максимум плюс 4, чтобы комнатная температура не влияла на волосы. Таким образом, волосы, когда вытаскивают, можно храниться до 10 часов без операции. Как вы успеваете оперировать в своей клинике и одновременно за границей? Поскольку мы предоставляем VIP-услуги, наша цель не количество, а качество операций. Мы проводим только одну трансплантацию волос в день, чтобы уделить максимум внимания каждому пациенту. Я уверен, что проведя 5000 операций, вы еще не можете назвать себя профессионалом в этой области. Хотя я работаю уже 27 лет, но с каждым новым случаем продолжаю учиться и совершенствовать свои навыки. Даже большой опыт не дает повода для полного спокойствия. Мы всегда стремимся к развитию, чтобы предоставлять пациентам пересадку волос максимально высокого качества. Расскажите, как проходит консультация перед пересадкой волос? Я считаю, что личная встреча с пациентом имеет принципиальное значение для качественной консультации. Во время очного осмотра головы я изучаю индивидуальные особенности роста волос и пожелания каждого пациента. На основе его предпочтений я намечаю новую линию роста волос и рассчитываю нужное количество трансплантатов для оптимального косметического результата. Для иностранных пациентов мы проводим дистанционные консультации, детально анализируя фотографии и учитывая все нюансы, структуру лба, размер носа, форму бровей и подбородка. Такой персонализированный подход позволяет спланировать процедуру максимально эффективно в соответствии с анатомическими особенностями и пожеланиями каждого пациента. Бывает, что пациент отправляет фото, скрывая лица. Это правильно? К сожалению, предоставленные фотографии не дают возможности спланировать оптимальный дизайн волос. Для правильного планирования нам нужны снимки головы с 5 сторон. Только после разметки линии роста волос мы сможем точно определить необходимое количество трансплантатов. Также просим заранее сдать необходимые анализы в вашей стране, чтобы не терять время по приезду. Перед операцией обязательно нужны результаты тестов на ВИЧ, сифилис, гепатиты Б и С, общий анализ крови, коагулограмма, уровень глюкозы и функции печени. Объем анализов может различаться в зависимости от клиники. Несоблюдение этих требований может привести к плохим результатам пересадки волос. Например, пациенты с гипотереозом вряд ли получат положительный эффект, поэтому им мы не рекомендуем делать операцию. Тщательная предоперационная подготовка крайне важна для успеха трансплантации. Ora benim odam, ora doktor Güzidem odası. Здесь в основном пользуется Гюзель Ханым, ее супруга. Здесь делают пересадки бровей для женщин в основном. Это вторая Kaş комната. da yapıyoruz bu arada. Bıyık yapıyoruz, sakal yapıyoruz. Поправка бороды, усов и бровей. Если по анализам пациент не подходит для операции, назначается ли в таких случаях лечение? Назначаем лечение на 2 месяца. Мы поддерживаем связь с пациентами и наблюдаем процесс приживаемости волос. Burada da benim odam burası aynı zamanda. İşte burada hazırlık yine hastanın hazırlık aşamasını burada yapıyoruz. Ага. Hastayla burada görüyoruz. Çizimleri burada yapıyoruz yine. Предоперационный кабинет. Вот последний раз видимся с пациентом, именно перед операцией, последние эти Bir de делают bazen поправки. sedasyon istediğimizde hasta bazen sedasyon isteyebiliyor. Panik atağı var. O zaman misafir bir anestezi uzmanı çağırıyoruz. O bu odayı kullanıyor. Также для некоторых, кто делает под седацией пересадку волос, это комната для анестезиолога.